Всем доброй ночи. А сейчас ночь. Я еще только собираюсь работать. Точнее говоря, сегодня поздно начинаю, потому что очень многое нужно записать, переписать, обновить. Вот так мы и работаем. Хочу вам показать очищение дома. Два способа. Это мои авторские, как и все остальные. Два способа чистки дома. Один просто для обычного человека. Если вы чувствуете, что дома вам неуютно, если вы чувствуете, что некомфортно, если вы чувствуете, что вы себя плохо чувствуете дома, вас все время что-то гнобит, угнетает, у вас все время какое-то плохое настроение, плохое самочувствие, чрезмерная слабость, все время слабые, не хотите ничего сделать, ни за что не хотите браться и так далее, значит, ваш дом нужно очищать. Периодически, хотя бы раз в 2 недели, раз в месяц, смотря где вы живете. Если вы живете в старом районе, то чаще нужно очищать, потому что в старых районах очень много таких аномальных зон. Здесь трава, чертополох, зверобой, папоротник вперемешку. Но есть еще другие травы. Если будет желание, я объясню вам, что еще можно брать. Значит, босоногие ходим, то есть в носках или просто как бы без тапок. Первая чистка производится либо можно купить новый веник абсолютно и как бы только для этого использовать и хранить, да. Либо вот такие, сейчас, секунду, маленькую метлу ведьмину. Это можно заказать, взять, можно самим сделать из березы, можно сделать из осины, как вам удобнее. И вот так, махая вот этим по дому идти, очищать. Можно взять свечу, со свечой ходить. Желательно с черной свечой. Если нету черной свечи, возьмите обычную свечу, но не церковную. И вот я для удобства корзину взяла, для того, чтобы удобно было носить по дому и читать. Как бы вот так вот, такими движениями вы очищаете, убираете всякую скверну из своего дома. Но поскольку мне неудобно это делать, заодно и читать, и показывать вам, я просто буду ходить, говорить. Это первая чистка, а вторую чистку по-иному сделаю. В данный момент я просто вас учу, как это надо делать. Итак, даже если ведьма просто ходит по дому и говорит, значит, зажигаются на столе свечи, уже о чем-то говорит, это уже говорит о чистке, уже показывает ее силу, они уже уходят. Хата моя очищается от всякой скверны, от зла и кривды, от лихой силы, кыш незваной, окаянной, уберитесь прочь. Из дверей зашли, через окна вышли. Там, где пустыня, да соленое море, там вам раздолье, обратную дорогу забудьте навек. Читайте в каждой комнате по 6-13 раз. У вас станет очень легко, спокойно. Очистится атмосфера, энергетика обновится, вы почувствуете сами. Еще раз читаю. Хата моя очищается от всякой скверны, от зла и кривды, от лихой силы, кыш незваные, окаянные, уберитесь прочь, из дверей зашли, через окна вышли. Там, где пустыня да соленое море, там вам раздолье, обратную дорогу забудьте навек. Это первая чистка. Вторая будет посерьезнее. Это ведьмина чистка. Время от времени нам нужно чистить дом. Нам нужно очищать хату. Почему? Объясню. Потому что мы вызываем всякие силы, мы делаем всякие манипуляции. И остаются они здесь. И начинается очень тяжелое состояние. Начинает плохо себя чувствовать. Начинаем долго восстанавливаться. Мы вообще по натуре своей устаем настолько, что уже для себя, знаете, сапожник без сапог. Уже когда время подходит нам самим для себя что-то сделать, нам лень, нам просто лень, и у нас сил не хватает, мы все перекидываем на завтра, послезавтра, потом чувствуем, что нам очень уже стало хреново, мы начинаем чистить хату.
Итак, безопасно здесь, потому что оно находится в корзине. Вот такие вот вещички я сохраняю, потом использую в ритуалах. Оно очень удобное просто-напросто. Так. Обновлю угольки, чтобы лучше горела трава. Вот. Это можно читать точно так же в каждой комнате, пока вы не почувствуете облегчение, пока не почувствуете, что вам стало легче дышать, пока не почувствуете, что комната обновилась. Читайте, не переставая. Я ведьма, из рода ведьм. В услужении у меня силы демонов. Ой, стражники мои, встаньте. Всякую нежить незваную гоните, каленым железом их пытайте, черной силой их пугайте. Порталы закройтесь, воронки закройтесь, кого не звали, али кто сам пришел, или задержался. Сам убирайся, скройся и сгинь. Стража моя, встань, со всех углов хаты их тащи да выгоняй. Боги и духи, мой дом очищайте, благословляйте и обновляйте. Зло иди вон, сила приди. Хата моя очищается, до утра гоните, до утра их всех незваных, окаянных изведите. Утром, чтобы и духу их в моей хате не было. Заклято. Это очень сильная вещь, когда я читаю, даже сейчас у меня мурашки по телу, и некий ветер пронесся по дому. Но ничего страшного, пусть чистится. Так, трава обкуривается, еще раз дуем. Давай, очищай дом. Еще раз читаю для вас, а потом сама почищу помещение и начну дальше работать. Я ведьма, из рода ведьм. В услужении у меня силы демонов. Ой, стражники мои, встаньте. Всякую нежить незваную гоните. Каленым железом их пытайте, черной силой их пугайте. Порталы закройтесь, воронки закройтесь, кого не звала, али кто сам пришел или задержался. Сам убирайся, скройся и сгинь. Стража моя, встань, со всех углов хаты их тащи, да выгоняй. Боги и духи, мой дом очищайте, благословляйте и обновляйте. Зло иди вон, сила приди. Хата моя, очищайся. До утра гоните, до утра их всех незваных, окаянных и заведите. Утром, чтобы и духу их в моей хате не было. Заклято. Значит, я вас уверяю, что обновится у вас дом до такой степени, что сами удивитесь, что до сих пор так хорошо себя дома не чувствовали себя. Это в основном касается людей, которые действительно обладают силой, а их очень мало. И те, которые пишут в Ютубе под моими, роликами, среди них несколько могу перечислить по пальцам, которые действительно реально чем-то обладают, может быть, еще недостаточно сильны, может, еще недостаточно знают, но чем-то обладают. Все остальное фуфло, которых внушили, что они великие, и они свою вот эту корону величия терять не хотят, хотя понимают, что действительно на самом деле там величием не пахнет, что их обдурили как куриц. Но они очень не хотят расставаться с этим величием. Это их дело, их удел. Мне как-то чихать, честно говоря. Я не собираюсь никого перевоспитывать и перетаскивать за уши. Я просто говорю, что первая чистка для обычных людей, вторая для ведьм. Если чистку ведьм проведут обычные люди, то вместо чистки они просто в свой дом пригласят демонов. Если вам это надо, пожалуйста, проведите вторую чистку без проблем. Но поскольку только ведьма имеет право призывать демонов, которые у него в услужении, и просить их гнать, нечисть всякую, ненужную. Нечисть тоже, знаете, такое название как-то не очень. Нежить, скорее всего. Вообще нежить это все, что не живое. Оно может носить и добрые начала, и злое начало. Все, что не живое, это духи, демоны, боги,
сущности, это все нежить, неживое. То, что не жило у нас здесь, не жило. Или жило, но сейчас не живет. То, что не живет физически, это называется нежить. Но нежить не обязательно злое начало имеет. И те, которые нежитью называют все зло и все, что им мешает, это на самом деле от невежества, от того, что не хватает людям ни информации, ни знаний, ни ума, ни мозгов. Так что нежить это то, что не живое, не физически не живое, но это не означает, что они не обладают силой, что они там обязательно злые или добрые. Они могут быть разные. Это духи, боги, сущности, души и так далее. И вот нежить, которая здесь накопилась, и она не нужна мне, она должна быть изгнана отсюда, поскольку она мешает, накапливается, эта энергетика черная, и мешает мне жить, мешает мне работать, оно давит на мою энергетику. Вот и все. Обновляйте свой дом. И еще раз повторяю, научила, кому можно ведьмину чистку проводить, а кому простую. Вот и все. Остальное ответственность на вашу голову. Что проведете, то получите. Всем удачи.